Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. В этом видео я бы хотел объяснить некоторые тонкости, связанные с дампингом игр на PS4. Глобально это видео отвечает на вопрос, почему нет дампа новейших игр на взломанную версию прошивки. Кроме этого вопроса я также отвечу еще и на второй. Почему невозможно запустить игры с новейших прошивок, с актуальной версией, на прошивках ниже, на которой есть хэн. Сразу хочу сказать, что этот ролик не является гайдом или инструкцией по получению пиратских игр. Конечно же, косвенно я затрону эту тему, но при этом не предоставлю каких-либо инструкций. Помните, пиратство преследуется по закону, и я призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Для начала нам надо понять, как работают игры на консолях PlayStation. Это касается PS3, PS4 и PS5. Для того, чтобы поиграть на консоли, вам надо идти в магазин, либо в цифровой, либо в реальный. В моем случае будет физическая копия, но это не важно. Абсолютно каждая игра имеет требования к минимальной версии прошивки, которая необходима, чтобы ее запустить. Но вот, например, эта игра требует прошивку 1.73, а вот эта прошивку 3.0. И получается, что если я вставлю вот этот диск в консоль с прошивкой 2.57, то он не запустится. На экране появится требование с просьбой обновить прошивку. И, кстати говоря, на все игровые диски всегда записан файл обновления с той версии прошивки, минимальной, которая нужна, чтобы запустить игру. То есть вот здесь записан файл обновления прошивки 3.0. Поэтому даже не имея интернета, вы можете нажать «Обновить сейчас» и консоль обновится. То же самое касается и патчей. Новые патчи будут требовать обновить консоль на прошивку, которая была актуальна на момент их создания. В официальном варианте это требование обойти невозможно. В неофициальном варианте это возможно с помощью бэкпорта, но только при условии, что более высокая прошивка, которую требует игра, взломана. Также диски имеют защиту от копирования. Все файлы, записанные на диске, зашифрованы уникальным ключом. Они расшифровываются консолью при запуске игры и по мере считывания файлов для запуска уровня. Ключа в открытом доступе нет, и пока никому не удалось его достать. Поэтому, если мы снимем образ диска на ПК, то получим зашифрованную кучу мусора. Однако все мы знаем, что дампы игр существуют. И тут мы переходим к главному, к особенностям дампа игр на PS4. Для того, чтобы сделать копию игры с лицензионного диска, нужно выполнение нескольких условий. Для начала на консоли надо запустить хэн. После этого надо запустить специальный прелоудер под названием дампер. Но, как вы помните, файлы на диске зашифрованы, а зашифрованные данные мы не сможем в последующем запустить. Так что же делать? Как я говорил ранее, при запуске игры консоль расшифровывает данные этой самой игры. Поэтому после запуска дампера нам надо запустить игру. Запускаем игру, доходим до главного меню и ждем. Дампер обращается к файлам игры. Они расшифровываются и в таком расшифрованном виде копируются на жесткий диск или флешку. Получается перехват расшифрованных файлов игры с последующим копированием их на внешний носитель. После того, как дамп был снят, делаются еще некоторые манипуляции на ПК, и мы получаем PKG файл. Вообще вся основная магия дампинга происходит на ПК, но эту часть я не буду рассказывать по понятным причинам. Переходим к ответу на вопросы, которые были мной обозначены в начале видео. Думаю, многие уже поняли, в чем проблема. Для того, чтобы сдампить игру, надо запустить хэн и дампер. Окей, предположим, мы сделали это на прошивке 7.55. Потом вы вставляете диск с игрой, требующую для запуска прошивку 9.0 или любую другую версию, которая не взломана, и получаете окно с требованием обновить прошивку. И все, это тупик. Без запуска игры файлы не будут расшифрованы, и такой дамп будет бесполезен. Если обновить прошивку, то игра запустится, а вот хэн и дампер уже нет. Именно по этой причине в сети нет дампов игр, которые требуют прошивку выше той, на которую есть взлом. А нет дампов, нет и возможности запуска. Но как же бэкпорты, спросите вы меня? Тут дело в том, что на прошивке 7.55, когда снимается дамп, файлы игры расшифровываются, а расшифрованные файлы можно редактировать. Поэтому релиз-группы могут прописать туда ту версию прошивки, которая им нужна. Например, если игра требует 7.55, то в расшифрованных файлах они с легкостью могут прописать прошивку 5.05. И игра будет запускаться на этой самой 5.05. С зашифрованными файлами на диске такое сделать нельзя. Именно по этой причине бэкпорты несовместимы с лицензионными играми на дисках. Небольшое объявление. Я открыл Patreon. Пока там только один тариф.
но возможно в будущем я придумаю что-то интересное для вас. Ссылочка на него будет в описании. Надеюсь, я достаточно подробно раскрыл тему, но если у вас остались вопросы, то можете написать в мой инстаграм, там я отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.